В любых поездках музыка всегда хороша, особенно даже в виртуальных поездках. Так что включайте свою любимую музыку или плейлист «Музыка на разные события». Здания, улицы и вообще все, что достойно внимания в Москве, все это в рубрике «Путешествие по Москве». Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи.
Всем привет, с вами я, СМЗ, рубрика «Путешествие по Москве», станции Московского метрополитена. Станция Сретенский бульвар, станция Люблинская Дмитровская линия, имеющие переходы на станции Чистые пруды Сокольническая линия и Тургеневская Калужская Рижская линия. Открыт в 2007 году. Выход на Чистопрудный Сретенский бульвар, Мясницкая улица и проспект Академика Сахарова. Тургеневская, скорее всего, названа в честь выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, один из самых известных произведений «Отцы и дети». Рядом с этими станциями метро остались трамвайные пути. Когда еще метро не было здесь, трамвай был самым приоритетным общественным транспортом Москвы. И трамвай курсировался по Бульварному кольцу. Но в связи с постановлением Советского Союза 30-го года решили избавиться от трамвайного движения, чтобы развивать автомобильному движению. Трамвайные пути остались только на восточном участке Бульварного кольца. Начинается от станции метро Чистые пруды, Чистопрудный бульвар и практически до самой Москвы-реки. Рядом находится памятник Александру Сергеевичу Грибоедову, еще один выдающийся русский писатель. Но, к сожалению, его судьба была очень сложной. Родился в 1795 году в Москве, учился благополучно в хорошем университете, принял участие в Отечественной войне 1812 года, потом были дуэли, его отправили в ссылку на Кавказ. Его литературное творчество практически осталось как бы в тени. Но есть единственное произведение, я его тоже читал, это произведение «Комедия «Горе от ума». Ну, я бы сказал, что комедия такой натянутая, больше всего это любовная драма с комедийным оттенком. Сюжет я не помню, там связан с молодоженами, если на современный лад переводить. Комедия «Горе от ума» — сатира на аристократическое московское общество первой половины XIX века. Одна из вершин русской драматургии и поэзии. Фактически завершил комедию в стихах как жанр. Ну, комедию в стихах я там такого не увидел. А вот сатира здесь немного преувеличена. Ну, сатире тут сложно сказать. Можно здесь поспорить. Но я бы сказал, что это любовная драма с комедийным оттенком. Потому что полностью комедию назвать это, ну, язык не поворачивается. Самая первая станция метро, которая появилась на Тургеневской площади, это станция Чистые пруды. Была открыта 15 мая 1935 года. Позднее открылась Тургеневская, а в 2007 году открылась станция Сретенский бульвар. До 2011 года Сретенский бульвар не имел прямого выхода в город. И только когда построили совмещенный вестибюль со станцией Тургеневская, от станции Сретенский бульвар имеется выход в город. Отправляемся дальше. Следующая станция Трубная.
Станция Трубная, станция Люблинско-Дмитровской линии метро, имеющий переход на станцию Цветной бульвар, Серпуховско-Тимирязевская линия. Выход на Рождественскому, Петровскому бульвару, Цветному бульвару, Неглинные улицы, Трубные улицы. И выход непосредственно на Трубную площадь, в честь которой названа эта станция. Название этой площади уже сложилось исторически. Дано по отверстию в башне Белого города для реки Неглинной, которая была прозвана в народе Трубой. С 1590 по 1790 год здесь проходила стела Белого города, в которой находилась глухая башня. Ворот в Белый город здесь не было, а рядом с башней было проделано отверстие для протекавшей здесь Неглинной, перекрытой решеткой. Народ прозвал это отверстие Трубой, а рынок, раскинувшийся с внешней стороны стены, Трубным. На рынке торговали главным образом бревна, доски и срубы. В 1770 году стена Белого города была разобрана. На ее месте возникло бульварное кольцо. В 1817 году Неглинка была заключена в подземный коллектор, после чего в месте, где река пересекала кольцо бульваров, образовалась обширная площадь, получившая имя Трубная. Рядом со станцией метро Цветной бульвар и Трубная находится один из двух цирков в Москве. Первый цирк — Государственный цирк на проспекте Вернадского, а второй цирк — это Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Был открыт 20 октября 1880 года Альбертом Соломонским. Здание было построено архитектором Августом Вебером. Когда открывали этот цирк, было представлено в другом виде. Было представлено другое здание. Сохранились еще фотографии, и она выглядит вот так. Но в 1985 году цирк закрылся. Старое здание было снесено, и в 1987 году началось строительство нового. Цирк в новом здании был открыт в сентябре 1989 года. В декабре 1996 года цирку было присвоено имя Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. Рядом со станцией находится монумент или памятник. Так, написано: благодарная Россия солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга. Отправляемся дальше. Следующая станция — Достоевская.